Привет! В последнее время корпорация BBK и в частности ее подразделение Realme и Diza никак не перестает радовать своими аксессуарами. Такое ощущение, что они всерьез решили потеснить конкурентов на рынке бюджетных TVS наушников. И сегодняшняя модель T100 прямое тому доказательство. Казалось бы, еще совсем недавно была представлена модель Realme Buds Air 3 Neo, которая по сути закрывала данный сегмент в линейке, а спустя какое-то время они берут и выпускают практически такую же модель по характеристикам, поменяв лишь визуальную составляющую, при этом снизив ценник до $20. И вот при таких-то раскладах подсознательно понимаю, что скорее всего на чем-то ребята сэкономили и что-то явно будет работать хуже. Однако все случилось с точностью да наоборот. Realme T100 по некоторым параметрам превзошли модель Neo. И забегая далеко вперед, могу сказать, что они оказались лучше своего предшественника. Ну а что именно стало лучше, я сейчас расскажу. Для этого видео я купил наушники в белом цвете, кейс и сама гарнитура в таком исполнении полностью глянцевые. При этом сам пластик по ощущениям не дешевый. Еще каких-то пару лет назад из такого делали флагманы, а сейчас такое качество добралось и до бюджетного сегмента. Сборка хорошая, крышка не люфтит. По ее открытию после первичного сопряжения наушники подключаются к смартфону. К слову сказать, гарнитура имеет поддержку Google Fast Pair. Никаких кнопок активации и сброса как внутри, так и снаружи корпуса нет. На передней стороне расположили одинокий диод состояния, а в нижнем торце находится разъем для зарядки. Емкость встроенного аккумуляторного блока составляет 400 мАч, и помимо всего прочего сам кейс оснащен функцией быстрой зарядки для наушников. 10 минут внутри футляра обеспечивают работу гарнитуры еще на дополнительные пару часов. Сами же наушники, в отличие от Realme Buds Air 3 Neo, имеют более строгий и лаконичный дизайн. Визуально они очень похожи на QCY T13, только вот размер у последних немного больше, в особенности по толщине ножки. В целом конструкция корпусов модели T100 классическая. Овальные короткие звуководы, прикрытые тканевой сеткой, плюс-минус стандартная прямая ножка и основной корпус также в овальном исполнении. В комплекте идут амбушюры средней жесткости и трех типа размеров. Лично мне с самым большим диаметром L наушники сели отлично. Менять насадки на сторонние не пришлось. Посадка монолитная, при ходьбе или беге выпадать не будут. Класс защиты от воды IPX5 позволит с легкостью заниматься в них спортом. Датчиками автопаузы модель похвастать не может, что было ожидаемо за эту цену. А вот управление здесь полноценное. Как это обычно всегда бывает, для настройки наушников бренда необходимо скачать фирменную программу Realme Link. Она доступна как для Android смартфонов, так и для телефонов на iOS. Внутри все по-русски и разобраться с опциями проще простого. Настроек здесь минимальное количество. В верхней части экрана отображается заряд каждого из наушников и кейса. Последний будет видно, когда сама гарнитура находится внутри. Если же наушники достать, то информация по кейсу пропадает. Ниже статусной информации расположили три раздела: звуковые эффекты, активация игрового режима и настройки жестов. Последний примечателен тем, что для выбора, как я отметил ранее, здесь доступно полноценное управление, без особой необходимости из чего-то выбирать. Лично я вообще ничего менять не стал, из коробки все стоит удобно. Для взаимодействия имеется три основных жеста: двойное и тройное касание, а также нажатие с удержанием сенсора на каждом наушнике. А из имеющегося списка можно назначить плей-паузу, переключение трека вперед и назад, управление громкостью в плюс или минус, ну и для кого это важно, вызов голосового ассистента. Помимо всего прочего, абсолютно все жесты можно отключить. Дополнительным действием здесь, как обычно, выступает одновременное зажатие сенсорных площадок на обоих наушниках. На данный жест можно поставить активацию игрового режима или выключить его вовсе. Таким образом, режим с низкой задержкой можно активировать как из самого приложения, так и непосредственно с помощью наушников. К слову сказать, последний работает весьма неплохо и обеспечивает действительно более низкую задержку во время игрового процесса. По моим замерам, в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile наушники выдали результат в 160-200 миллисекунд, что вполне стандартно в нынешних реалиях. Играть приятно и весьма комфортно, на слух отставания практически не слышно. А вот функции мультиподключения в данной модели нет, как нет ее и в модели Air 3 Neo. И если таковая все же необходима, то здесь надо будет смотреть уже в сторону Diza Buds Z, либо обратиться к OnePlus Buds N. В этих моделях мультипоинт по жесту, однако управление громкостью при этом опционально отсутствует.
Если же говорить о звуковых возможностях наушников, то как и в случае со всеми устройствами бренда, в разделе звуковых эффектов мы имеем 3 быстрых музыкальных пресета на бас, середину и верхушки. Все они рабочие и смогут изменить звучание под конкретные задачи. Помимо всего прочего, здесь же расположили и рычаг включения абсолютной громкости, как активатор дополнительного запаса. Наушники сами по себе громкие и скорее всего многим двигать его не понадобится. Однако лично я, как это всегда бывает, тестировал автономность на абсолютном максимуме возможностей. 100% громкость с увеличением при среднем балансном пресете, что стоит по умолчанию. И вот при таком раскладе наушники отыграли на одном заряде 5 часов и 24 минуты. Кодировкой звука во всех случаях занимался аудиокодек AAC, помимо которого стандартно доступен и SBC. Что же касается качества самого звука, то перед нами хрестоматийный пример топа за свои деньги. Даже в стандартном пресете звук очень басовитый и насыщенный. Такой подойдет под большинство современных жанров музыки. Однако ожидать супер детализации здесь не стоит. Эти наушники ориентированы на определенную категорию неискушенного слушателя, которому необходимо беспроводное решение на каждый день и который не хочет платить за это очень дорого. Звучание здесь и правда хорошее, но требовать от бюджетного устройства какой-то чрезмерной детальности, как по мне, смысла никакого нет. В качестве первых TVS наушники однозначно смогут оправдать ожидания большинства. В большей степени они заточены работать на современный звук и справляются с этим великолепно. Как и во всех прошлых моделях, звук Realme мне очень нравится. И на этот раз ничего плохого я по этой части сказать также не могу. Плюс сами по себе они громкие и приятные по АЧХ. На максималках ничего не хрипит и нет перегрузов. Драйверы справляются отлично. Ну а теперь, после всего вышесказанного, пришла пора послушать, как Realme Test работает в качестве гарнитуры для телефонных разговоров. Ну что ж, друзья, пришла пора проверить, на что способны микрофоны в наушниках Realme T100. Сейчас традиционный автомобильный тест происходит. В закрытой машине микрофоны этих наушников звучат вот таким вот образом. Ну и по традиции на полной скорости я открываю окна с двух сторон, создавая тем самым порывы ветра. Ну и примерно как-то так, в таком сценарии использования происходит работа шумодавов этих микрофонов. Собственно, скорость у меня порядка 75 км в час. Где-то у нас вот проспект Мира в пересечении Ярославского шоссе находится. Мимо меня машины проезжают, плотный довольно поток, утро, все торопятся на работу. Ну и примерно как-то так отрабатывают микрофоны при вот таком сценарии использования в этих наушниках. Ну а вот еще один тест работы микрофонов в наушниках Realme Buds T100. Шумная локация, обычно сюда с дешевыми наушниками не хожу, но тем не менее, вот сейчас подо мной проезжает электричка, мимо меня проезжает много машин. Данный, собственно, тест я обычно провожу в более дорогих наушниках, но после теста в автомобиле решил, ну почему бы и нет. Собственно, многим будет интересно послушать, как наушники за 1500 рублей Справляется с таким вот сценарием использования вот такой вот шумной локации. Надеюсь, тест будет полезным и интересным. Мне самому интересно послушать, как же все происходит. Ветер очень сильный, на мосту я нахожусь. То есть, кто давно смотрит мой канал, знает, что здесь очень сильно жесткие условия для микрофонов. Так что, ну вот примерно как-то так они отрабатывают в таких условиях эксплуатации. Друзья, ну а вот еще один тест работы микрофонов в наушниках Realme Buds T100. Я сейчас нахожусь в около идеальных условиях. Здесь, конечно, есть от стен небольшая реверберация, но это обычная комната, в которой нет никаких посторонних шумов. Поэтому примерно можно прикинуть, вот при таком сценарии использования, как тебе будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по данной гарнитуре, находясь вот в каких-то таких условиях обстановки. Ну и подводя сегодня некий итог, могу сказать, что наушники Realme Buds T100 однозначно могут претендовать на звание лучшего бюджетного решения, встав на одну ступень с не менее успешной моделью прошлого года OnePlus Buds N. Это недорогие, сбалансированные по всем параметрам наушники, которые подойдут большинству пользователей. Да, здесь нет автопаузы, активного шумоподавления и прозрачности, да и мультипоинтом наушники не обладают, однако все остальное в наличии имеется. В том числе и хорошее мощное звучание вкупе с весьма неплохими
микрофонами. Таким образом, на данный момент в списке моих рекомендаций появилась еще одна интересная модель стоимостью в $20 от популярного и надежного производителя. Очень надеюсь, что мой обзор поможет кому-то сделать окончательный выбор. Я же в свою очередь на этом буду закругляться. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем моем видео. Пока-пока.